Привет, друзья! Мы продолжаем наш затянувшийся длинный проект 170 квадратных метров, который у нас только потолки, и еще у нас параллельно еще есть и стены тут. Ссылка на весь плейлист со всеми видео из этого проекта у вас появится сейчас вверху. И она же есть в описании к видеоролику, вот этому. Угу. Так, на чем мы остановились в прошлый раз? Давайте посмотрим. Прошлый видеоролик закончился этим же днем, 4 ноября у нас сегодня, и закончился тем, что нам вчера, 3 ноября, не хватило штукатурки. Чуть-чуть не хватило штукатурки, чтобы заштукатурить вот старые стены, которыми мы здесь и занимаемся. И сейчас нам подвезли мешочек штукатурки, нам его точно хватит, надеюсь, да. И вот Саша сейчас подштукатуривает остатки, мелочь. Все крупное заделано. Вот. Самое крупное, там, по-моему, в углу какая-то крупная еще выбоина существует. Здесь была большая такой участок дранки. Вот он заштукатурен. Я вытащил только что маяк, вытащил саморезы, вот эти черные, которые удерживали крепеж для маяка. И теперь это должно сохнуть. Заделывать сейчас маяк нельзя, а вчера мы не могли, поскольку это еще было довольно-таки свежим. Значит, мы выжидаем полное высыхание, грунтуем, заделываем и уже работаем полностью. Так, чего еще? Еще мы приступили, вот, дальше пошли прям дальше. Ты что? Ну, приклеилось. Ой, к тебе что-то приклеилось. Пошли мы дальше, пошли мы в следующую комнату, которая у нас вторая комната слева. Тоже старые стены. Будем здесь заниматься потихоньку. Перетаскивать миллиардный раз вот эти профиля, гипроки. Ой. Вот тут задачка мне предстоит веселая, интересная. Заделать этот проем. Когда-то был дверной проем, но его тут не будет. Надо будет его заделывать когда-то. Но сначала мы сделаем тут эти самые, поиграем в пятнашки. Сначала очистим здесь всю стенку, потом мне тут есть 2 целых листа гипрока и какие-то обрезки. Я хочу эти 2 листа гипрока сюда сложить, нужное количество профилей отобрать, нужные кусочки гипрока выкроить, придумать, как это сделать, и только потом растаскивать, убирать в другие комнаты все, что нам здесь не нужно. И нам предстоит здесь еще работа, вот в этом помещении, вот. Тоже с этой стороны тоже дверной проем, надо будет это все, наверное, оттуда гипрок, отсюда штукатурка. Наверное, так. И тоже очищать вот эти старые поверхности. Тут как будто бы какие-то следы ремонта. На самом деле, а ну-ка я руку перехвачу, мне неудобно, я палец повредил. Сейчас. Вот. Я уже пробовал, тыкался сюда. Вот тут чуть-чуть как бы что-то новое, но дальше уже идет вот старая поверхность. Вот. Опа. Вот как шпаклевочка сходит отсюда хорошо. Это новая шпаклевка, понятное дело, гипсовая шпаклевка. Вот, вот так. Они обои. Это все надо будет расчищать постепенно. Вон как тут штукатуры. В который раз, да, вот смотрю, ну что, вот что. Вот, они завернули тут. Кто делал новодельную штукатурку, позаворачивали свою вот эту сетку сюда. И вот так ее просто вот такими липухами огроменными. Шлеп. Тут нет угла, конечно же, никакого абсолютно. Тут дичь. Вот так. Это все надо будет связать, конечно же. Ладно. Будем чистить вот эту комнатенку и продвигаться поступательно. Там у нас штукатурочка сохнет в этой комнате. И пока она сохнет, мы сможем как раз всякие действия производить здесь, в этих 2 оставшихся комнатах. Да? Да. Чистится? Что-то чистится. Или не чистится? Клея, говорит, много, да? Да. Руки липнут перчатки. Все липнет. Клей не жалели эти ребята. А ты тут не смачивала, да? А вон смачивала. Там уже давно смачивал. Ой, тут какой-то что-то, какой-то кусок. Ой, ладно. Будем отгрызывать? Да, отгрызывать будем. Да. Чистится. Само. Руками. Вот так. Вот это вот, гадость такая. Что, какая гадость? Вот это? Вот эта гадость. Это не гадость, это выпадет. Нет. Это этот самый. Вот видишь, она вот так вот шла прямой линией. А, ну это замазан был, здесь же анфиладная дверь. Понятное дело, там идет коридор у нас, да, с той стороны, а здесь как бы анфиладная дверь, которая вот из комнаты в комнату. И она была всю жизнь свою фактически закрыта, то есть с этой стороны, как, собственно, и здесь, вон видно, вот это вот армировали, новый какой-то ремонтик, армировали этим самым сеточкой что-то. Тут эти проемы были всегда закрыты.
Кто помнит, кто смотрит, да, вот здесь была перегородка стояла, мы ее уже не как бы нам она не досталась, она была предыдущим собственником этой квартиры, как бы снесена. Это были 2 комнатки в свое время. И там была стенка, то есть это дверь, а там была дверь внутри, она служила как бы стеной. Ну, как обычно это и происходит в таких старых квартирах. Здесь все выпадет, да, много чего выпадет. А вон я шатаю, я штукатурка шатаю, да. Ну, и смотри, что, опа. Да, тут очень рыхло местами. Оу. Круши, не ломать. Ну, не ломай, не круши. Ну, специально не отламывай. Я не специально, он ходит. Ну, дальше хорошо. Видимо, что-то, ну, тут что-то было какое-то. Он там гвоздиками прибито что-то, кусок резины. Тут пенопластина, а там ничего. А там ничего, там клин, которым доски соединены, кстати. Вот так соединяли доски они. Видно, я думаю, да? Там клин вот так, они как бы на это самое. Такое соединение. Не металлическое собирали. Что-то тут не знаю. Розетка, наверное, была здесь. Это, наверное, была здесь старая штраба, и здесь розетка висела в них. Электрическая, которая. Ну ладно. Я давно знал, почему, говорю, надо сказать, что вот на этом участке мы закончили работу с Волмой Гипсактив. Кое у нас были остатки после штукатуров, которые делали вот эти вот новодельные стены. Потом почему-то мы дальше ею пользовались, дальше. Она, в принципе, хороша, но, наверное, только для машинного нанесения. Потому что она непредсказуема. Она непредсказуема, мешок от мешка отличается по длительности работы и по свойствам. Хотя один и тот же мешок. Но это у них там заявлено, что может там что-то отличаться. Не знаю. Ротбанд, обычный Ротбанд, штукатурка Ротбанд. Возвращаемся назад. Я честно, а что ты говоришь, знал, не знал. Я 3 года назад ее работал, наверное. Последний раз я ее держал в руках, то есть я забыл, моторика моя забыла ее, как она делается. Она предсказуемая, она удобная и предсказуемая. И вот. Поэтому по стенам будем мы работать Ротбандом. Вот. Остатки стен, что у нас остались, и надо будет штукатурить, будем им. Ой, сломался. А я только про ножик хотел сказать. Я хотел показать естественное умирание вот таких вот ножиков из Леруа. Я считаю, это наш топ-инструмент. И лезвия из Леруа самые дешманские. Это топовый инструмент, им можно делать все, можно счищать, можно подрезать, чистить потолки, стены и так далее. И вот его естественная смерть наступает вот где-то вот в таком периоде, да, когда вот здесь сверху разрывается металл. Он не очень-то крепкий, он не для этого же предназначен, для чего мы его используем. И вот этот вот разрыв, вот он. Вот здесь сверху разрывается, и тогда им уже неудобно работать. Он уже заворачивается, угол не тот совершенно, и уже пора брать новый. Иначе они не ломаются никак. То есть они вечные, кроме вот одного такого момента. Вот этот вот разрыв происходит вот здесь. Потому что все время усилие вот такое. Чистить. И уже становится неудобно это. Потому что угол как бы не тот, тебе руку приходится держать вот так, прям выворачивать ее, вместо того, чтобы держать руку как бы вот прямо. Или вниз так, вот так. Уже не тот контроль. Что там? Говорит, а тут, я смотрю туда, говорит, а дырка тут при чем? Я говорю, вот, нашел, прикольное объявление. Старое, это годы постройки, наверное, мы там доходили 908 в той комнате, скорее всего, это тоже 908 год. Значит, оккультист. Определяю по руке фотографии и почерку прошедшее, настоящее и будущее. Лично магнит, сокращение, тут магнетизм, наверное, в гипнозах на расстоянии. И гипнозах на расстоянии. Это размещалось, вот видно, что на Загородном проспекте, Загородный проспект 1, может быть один. Ну вот, такая вот. Оккультист, пожалуйста, вам. Интересно, у них сбылось что-нибудь? Я не знаю, но оккультист тут присутствовал в каком-нибудь 8 году на Загородном проспекте. Что-то про монстров. Какие такие монстры? Слово монстры. Монстр ужасный. А, через тире что-то еще какое-то есть предыдущее. Не видно. Тут мало газет осталось. Вот здесь, наверное, побольше, вот в этой области. А там у нас мало газет, тут обрывки обоев. А вот здесь можем потом посмотреть. Может, что-то и попадется, но мы как бы специально не ищем, не занимаемся изысканиями в области там найти что-то прикольное. Если оторвется так верхние обои, но это какие-то старые обои. Вот эти вот коричневые, это старые. Тут мало обоев было в этой комнате. Ну, какой-то мужик. Ой, какой-то ужасный. Страшный.
О, распространенная тема в те времена венерических заболеваний. Трипер, тут сифилис, мочеполовые всякие штуки. Вот целая колонка тут была у них. Ну да, лечились тогда ребята. Знатно, да. Хорошо, тут интересное вот что. Вот, тут, ну-ка, детские автомобили, рекорд, модель 909 года по 125 рублей. Какой-то товар, это самое. НГ Семенов и компания. И, видимо, автомобиль назывался Электрон. И вот тут есть очень интересно смешное. Вот тут затерто, но у нас попадалось еще одно. Там было товарищество «Нафта». Владимирская 10. Телефон даже 221-29. Лучшая мазь-тавод автомобильная ящиками. Тавод — это солидол. Я помнил, что я помнил это слово и загуглил солидол. Мазь. Лучшая мазь. Тавод. А вот. Так, что у нас там? Мы, кстати, снимаем и выкладываем себе в телеграм-канальчик. Там, так что не все, что есть здесь, есть там. И наоборот, не все, что есть там, есть здесь у нас на ютубе. Да, кстати, в ссылочке в описании. Чего? Это самое. Требуется живая девочка. Ну, ты сняла? Да. Покажи мне, я тоже хочу снять. Ну, пустите меня. Покажи пальцем, где это. Вот. Ну-ка. Вот здесь, может, камера сфокусируется, надеюсь. Требуется живая девочка на Галерную 20 за 3 рубля. Вот так. 89. Квартира 89. Запомните, число. Какой-то номер написан, но его не видно. Ну да, маленькая. Живая, я так думаю, что живая девочка, живая в смысле живая, подвижная, бодрая, не лентяйка какая-нибудь, а серьезная, быстрая, подвижная. За 3 рубля. Живая, за 3 рубля. И живая еще. Было бы неплохо. Было бы неплохо, да? Смотри, виноград ест. И она мне помогает чистить. Ой, нет, надо это подснять, потому что вот тут примазана эта сетка сюда, я тут сколько-то отскоблил ее, а за ней там вот такое. То есть это я расчищаю, как бы убираю вот эту вот штукатурку, которая ни на чем там не держится. Вот так вот. И оттуда надо выбрать же, чтобы туда прокинуть, да? Там, ну, как бы нормально, как бы для угла, вот, что там было рассоединение какое-то, то это. И вот это вот так вот было сделано здесь. Вот так вот, на вот этот вот цемент, который вот крошится просто. Здесь, видимо, тут видно 2 пятна цемента. Ой, камера хорошо это видит, даже глаз так не видит. Вот одно пятно, это старое пятно, вот оно, справа. То есть это как бы при постройке, тут печка с той стороны. А второе, это уже, наверное, мне терзает смутные сомнения, да, что это были коммунальщики. Потому что вот этот цементный раствор у них, он как бы песочный вообще, то есть тут цемента самого нет. Я не думаю, что это было от перегрева какого-то печки, нет, там же есть вот этот вот зазор. Это просто стенка, потом зазор и там сама печка дальше. И вот здесь вот этот песок просто. То есть, вот, оно, ну, как бы... Даже обычным ножом просто это все вот так вот. То есть оно там, ну, держится общим зацепом, а так чуть-чуть тронешь, и сразу оно хочет вот такое вот отвалиться. Может, оно спрело под обоями, не знаю. Тут когда-то давно были обои. Ну, а так-то мы дочищаем стеночку эту. Тут вот в этот блок, там кусок, вот этот треть стены, очень тяжело шло все. Не знаю, вот этот угол надо все расчистить теперь туда прям, чтобы хорошо это все связалось. Вот отрезать эту сеточку вот так как-то и вот так вот счищать вот эту дичь. Вот так выбивать оттуда аккуратно, по чуть-чуть расчищать, чтобы обнаруживать там вот такое. То есть где-то она там чуть-чуть сидит, штукатурочка, а где-то вообще ничего, просто липуха сверху, все. Вот так пожаловался, поныл, как бы полегче стало, да? Пластика. Объект. Да. Объект. Пластика. Так, сегодня у нас 5 ноября, продолжаем делать эту стенку. Мы вчера дочистили, почистили. Это у нас новодельная стена, перетащили все эти огрызки, обрезки и подошли сюда, к этой стеночке, а тут нет. Не знаю, я записал собственнику видео, что делать тут. Она местами очень хорошо сидит, здесь шпаклевка. Местами где-то счищается. Ну, со старой стены, я не думаю, что они тут сильно что-то намывали, там эти товарищи. Местами где-то счищается, местами не очень. Вот здесь они армировали, как бы здесь же была
когда-то дверь старая была, да, и вместе с дверью здесь внутри, скорее всего, это все было каким-то типа арголитом зашито, и сверху перешпаклевано и там перештукатурено. Ну вот. И вот армировка сеткой, но здесь уже сетки нет, она где-то здесь заканчивается. Сеткой армировали здесь. Ну как-то так, не знаю, пока непонятно, что тут делать, а мы пошли в другую комнату. Тут как-то повеселее что-то идет, да? Да, ну вот, тут краска, тоже шпаклевка. Тут веселее? Где-то было. Ну да, тут шпаклевка, вот видно слой штукатурки, на ней шпаклевка, местами она сидит плохо. То есть она хочет отвалиться, а местами вот получше, а местами где-то было, что она прям, ну она всходит. Ее можно как бы, по идее, где-то как-то вот расчистить, убрать, потому что это водоэмульсионный слой, но шпаклевка, ну как бы не очень-то хорошо она там местами. Вот. Здесь толстый слой обоев, здесь тоже шпаклевка, вот она. Под обоями это обоина, вот обои, под ними шпаклевка. Но она здесь плохо, она как бы не очень-то. Ну, то есть я могу ножом спокойно ее убирать отсюда. И, наверное, так и надо поступать. То есть оставлять мы ее не будем. Она вон обоина местами со шпаклевкой сходит. Ну, ладно. Значит, будем расчищать как-то. Здесь тоже самое, вот видно, наштукатурено было. ЦПС-кой какой-то, да? А с этой стороны было наштукатурено гипсом каким-то. Ну, а здесь вот я пробовал, вывалилось у меня. А ну-ка вот так. А нет, здесь как будто бы держится. А нет, ничего тут не держится особо. Вот. О. Слой отошел. То есть, и потом дальше он идет как бы в сторону на утоньшение туда. Здесь уже тонко очень. Вот так. А вот. Оп, оп. Ну, я не думаю, что они там особо грунтовали, что-то промывали как-то. Вот этот вот, после обоев. Вот так вот сходит. Так что будем чистить, наверное, вот эту вот третью комнатку. Слева, которая у нас, с этой розеточкой, с этой тягой нашей новодельной. Посмотрим, расчистим, посмотрим, что там внутри вообще под этими покрытиями, под всем вот этим вот таким. Что говоришь? Поснимай, как тут хорошо идет. Как будто у нас везде так хорошо идет, да? Не везде оно вот так хорошо идет, очень не везде. А там вот кирпичик появился, ну да. Да я вот не знаю, местами держится, местами нет. Зато здесь хорошо вот. Нам надо здесь участок небольшой сделать. Вот тут да. И у меня подозрение, что... А ну-ка давай я сам вот так вот сделаю. Так, ну-ка, найду место. Вот я убрал, да, и теперь вот палец, и теперь вот так делаю. Хоп. Подозрение такое, что здесь нашпаклевано на пыль. Потому что уж очень она легко здесь отскакивает прям. Шпаклевка, это штукатурка, гладенькая такая, заглаженная. Тут сетка есть, правда. Но вот шпаклевка вот так. А у меня там не очень-то оно идет. Оно местами хочет. Я убираю обои, смачиваю здесь. И вот местами оно хорошо. Ну вот, это можно сказать хорошо. Наверное. Ну да. Ну, одной рукой мне неудобно, потому что я как бы две руки использую как бы для такого действия. Вот, а местами уже где-то не очень. Местами надо смачивать, вот не очень хорошо здесь идет. И здесь, да, надо все-таки эту работу производить, поскольку здесь нашпаклевано на газеты. Вот это старые газеты здесь какие-то. То есть прям старые-старые, и куски обоев старых. То есть где-то они почистили, где оно чистилось, а где-то вот оставили обои. Ну да. И притом это же разные комнаты. Вот эта комната. И с той стороны, как бы, там, где вот этот дверной проем, где мы начали и не продолжаем, пока собственник придет, посмотрит, что там вместе, посмотрим, надо, не надо. Там, это же другие комнаты были, то есть разные собственники были, разные жильцы в комнатах. То есть здесь жил один кто-то, а в той комнате соседней уже был кто-то другой. И, соответственно, ремонт делался разными людьми, возможно, и, скорее всего, в разное время. То есть, ну, понятно, то есть по-разному могло быть сделано. То есть в этой комнате вполне может быть так, что здесь и хорошо прогрунтовано. Все, поскольку я пробовал, что-то пыкался, нет, ничего. Где-то она отходит тут, а где-то вот сидит. То есть, ну, она плотно там, не знаю. Надо будет попробовать еще, может, смочить где-то что-то. Но пока мы оставили вот этот момент, вот эти стенки, вот эту комнату, эту стену пока оставим. Будем заниматься здесь. Дочищать, расчищать хоть как-то.
Она насыпает. Саша, у тебя такая кепочка красивая. Она ей сыпет прямо в волосы. Ой-ой-ой. Смешно. Смешно. А что, спасибо этим товарищам все-таки, что они это самое, что они поленились, тут где-то, где газеты сняли, было норм. Ну, как бы, наоборот, и газеты сняли, было тяжело. Вот здесь нормально, то есть здесь газеты. Надеюсь, что их побольше осталось, и обои. Ну и классно. Ну вот. Вот так оно. И хорошо, что шпаклевка гипсовая какая-то, обои удалил. Можно смочить водичкой через гипс. Ну, как бы вода проходит дальше и пропитывает эти обои. Наверное, где-то даже пойдет ножиком вот так вот. Ну да, можно ножиком скоблить все вместе. Да, старые газеты какие-то продаются, меблированные, что-то, да, старые, все родное, все, родная газетка здесь. А так, оп, сломал. Вот таким инструментиком попробуем. А вот здесь сухо, здесь обоина была, а здесь не очень хорошо. Вот здесь промочилось вот. И нормально. Вот здесь получше идет. Ну так, надеюсь, что где-то они поставляли нам газет, и будет это попроще идти. Работает. Кстати, интересные обои здесь. Красивые были. Вот что, сеточка, там Саша сверху что-то. Опять я вернусь к этой сеточке, которую сюда вот, эти доблестные когда-то штукатуры, полгода назад на штукатурили вот этой вот дичи. Вот, я не знаю, я просто вот. Мы уже их тут такими словами называли, этих товарищей, которые не то что неприличные, а вот. Это неприличное от неприличных, да, слов? Что, ну зачем вот так делать было? И там же внутри, вот, а что там внутри? А ну-ка я беру их. То есть там ничего не сделано. Вообще ничего не сделано. Надо обрезать. И вот это вот надо удалять. Вот так. Вот эти наросты. Заканчиваем мы помаленьку. У нас тут есть такой участок здесь. Кстати, вот здесь вот так они почистили. Да. У нас есть для хороших послушных деток вот такой участок, где вот так чистится. Вот так. Как мне хорошо тут чистить. Вот так. Ой, хорошо. Вот так. На самом деле там тяжело оно идет, и мы такие по одному сюда подходим. Чуть-чуть потыкаться, хоть чуть-чуть расслабиться, типа, вот так оно очищается. Ну, классно, типа. Прям. Ну вот кусочек еще остался. Ну, сейчас закончим. Снимай. Ой, подожди, ты все закрываешь. Снимите это у меня. Вот. Опа. О, кусок большой. Я палец открою. Ну, аккуратнее. Ну вот. Вот так оно и почистится. Почистилось, скажем так. Опа. Не помню, какое сегодня число, какой-то понедельник, наверное, 7 или 6 ноября, нет, 6 вроде было. Ладно, не суть, короче, следующий рабочий день, и вот. Мы эту стеночку не трогали, не знаю чего, потому что здесь как бы где-то держится шпаклевка, тут толстый слой, где-то вот здесь вот ничего не держится, здесь армировали, вот здесь была, наверное, чем-то закрыта, листовым каким-то материалом, вот, но оно все отваливается. Арголитом, да. Вот там весело будет сверху отваливаться. Отваливайте нам, показывайте. Вот видно прям. Сейчас все будет грохнуться сюда прям. Да, пластами прямо. Пластами отходит. Ну, она нашпаклевана куда? В цемент? Тут даже обои остались. Прям в обои нашпаклевана, да? Не шпаклевано. Наштукатурено, непонятно вот. Демонтаж. Попытаемся добиться до чего-то такого понятного, устойчивого. Неохотно. Неохотно? Но это хочет оторваться. Не надо ничем бить. Ладно, я попробую потом как-то аккуратно снять. Не надо каким-то молотком. О, там вообще крошки какие-то.
Не знаю. Нет, не надо никаких кувалдов. Тут мы, когда в субботу мы были, тут мы сделали, почистили. Что, сверху не очень-то уже идет, да? Ну так, похуже, чем. Тут было для хороших деток у нас. Тут идеально снималось сверху вот так. Я потом еще шлифану, там я вижу остатки где-то чего-то. Тут, по-моему, был остаток где-то. А нет, это не краска, это шпаклевка, какая-то еще одна гладкая шпаклевка, непонятно. Надо будет шлифануть как-то, содрать еще, посмотреть еще сюда. И что? Не что. Не отваливается? Ну, ну попробуем еще. Оно там не держится, как полагается. Что? Оно не держится, как полагается, то есть это плохая себе, ну, плохая конструкция. И в то же время демонтировать ее представляет трудность. Было бы легко, нас бы не позвали. Вот. Морская помощка у тебя. Вообще находка для каждой девушки. Смешная. Обязательно носить в сумочке. В Леруа такие продаются, по-моему, в Леруа покупали. А вон там что-то сюда тронул, ковырнул. Это самое. Оно нашпаклевано все на газеты, это надо удалять. Реально нашпаклевано вон на газеты. Ну, шпаклевана на штукатуре. Или на штукатурина. Не знаю. Короче, надо пытаться чистить как-то. Что-то. Ну вот там газеты такие. Причем много слоев. Но они не парились. Ладно, что, будем как-то страдать, мучиться. Или веселиться. Работать. Страдательно веселиться. Можно работать? Можно. Просто работать? Нет. Ничего там она особо не держалась. Там залипуха цементная, вытарчивающая сюда. Там, не знаю, на каких-то 3-4 миллиметра. Попробовали ее. Вон цемент. Все потянулось оно вместе с ней. Потянулся этот весь кусок. Но оно и должно было здесь выпасть. Вот хорошо видно, что доски здесь идут вот так. Здесь идут вот так доски. И вот эта щель между досками получается, да? Вот справа как бы. Вот на ней трещит, естественно, должно на ней трещать. Не знаю. Тут попробовал, вроде тут хорошо держится. Сюда поднялся выше, обои. Опять обои. То есть они где-то, где у них обоина оторвалась, они норм. А где они не оторвались, они на них нашпаклевали. И что делать? Неизвестно, что делать. Оставим тут Сашу дочищать то, что само счищается, вот это вот, хотя бы рядом с этой, с коробкой дверной. Тут дальше вроде нет газет. Там есть газеты, не знаю, собственник придет, пускай смотрит, и будем решать, что с этим всем делать. Какие-то идеи, там, не знаю. Пока оставим, будем заполнять, значит, время. Ой, будем шкурить мы варики и откосы. Ну, почему будем, мы уже начали чуть-чуть. И надо будет, вот, короче, понедельник сегодня дикий, жесть, короче. Надо будет еще раз шпаклевать, поскольку, где, ну вот. Вот такая коцка. Это я еще видел. Вот такое что-то, вот. Нет, не получилось за раз. Следовало, наверное, хорошо было бы 2 раза, сразу раз за разом шпаклевать просто. С другой стороны, оно, когда тверденькое, оно уже вот это как маяк. Это же маяк получается, и еще больше накид получился бы. Ну, придется так, придется еще раз, значит. Что делать? Ну, уже еще раз, наверное, будет точечным. Еще одно, как бы, шпаклевание. Думаю, так. Ну-ка, попробуем 120-й, 150-й, 240-й, нечего мучиться. Ну, вот видно, вот это вот, да. Не доделано вот это вот. То есть я вот как бы прохожу выше этого уровня. Все, вот штукатурка. Видна темная штукатурка. Вот-вот. И вот здесь рытвина. И вот здесь рытвина. Да, надо еще раз точечно, скорее всего, точечно все перешпаклевывать. Сначала все перешкурить. Радости мало. Непонятно, вот там непонятка с этой стеной. И как-то вот, не знаю. Ладно, будем делать. Что делать? Следующий день мы вчера по одной половине как раз закончили окна, прошкурили. И с утра сегодня еще... за это самое. Загрунтовали здесь то, что прошкуривали вчера. И сейчас продолжаем ошкуривать справа. Потому что ждали, собственник придет, не придет. Он таки пришел, но мы уже начали. А вот, пожалуйста. И здесь мы тоже шкурим теперь. Все эти валики. И надо будет валики и откосы еще раз перешпаклевывать. К сожалению. Или к радости. Не очень-то радости, что их надо еще раз перешпаклевывать. Поскольку тут всякое разное, всякое что-то пооставалось.
Ну, было бы, да, очень самонадеянно думать, что оно получится как бы за раз. Нет, не получилось. За раз оно, за одно шпаклевание не вышло. Ну вот, вот такое что-то. Нам надо вот столько хотя бы отойти сюда, на стену. Ну и заделать все это вот такое. Ну да, и тут надо еще подшкурить даже чуть-чуть. Вот так. Ой, а по этой стене что, решили, что так и оставим. Типа держится и держится вот эта шпаклевка. Если так тяжело дерется, приходил все-таки собственник. У тебя все получится, только если досочку будешь держать. А так вот так. Да, кстати, я где-то говорил, что мы вырываем гвозди из стен, кое множество. Вырываем, подставляем досочку всегда, потому что давить этими штуками металлическими, да, которые лом, фомка, гвоздодер, короче, вот это все. Если вот так давить, то там мы продавим все. А если подставлять досочку, то и будет классно. Короче, что, мы везде там чего поделали? Мы везде дошкурили. И сейчас погрунтовали там остатки. Сейчас Саша сказала, лично я своей рукой, я буду все шпаклевать. И пошла она все шпаклевать. Начали мы с этой комнаты, второй слева. Потому что здесь можно начать будет ошкуривать потолки когда-нибудь. Чтобы не пылить, может завтра или когда. Чтобы не пылить, потом по свежепогрунтованному здесь будет грамотно вот пошпаклевать. Ксении здесь зачищают обойчики. Очень вяло вам тут, я смотрю, не очень-то они, да? Я вообще перчатку. Не, вот эта насечка, не, надо больше. Надо бы сделать насечку, но вот это мне не нравится. Надо в 2 раза чаще. В два. Ты Вот. сказала мне так сейчас. Вот так, ну, получается, я неправильно сказал. Вот так надо. Ну, сказал, был собственник, да, сказал, что пускай остается. Ладно, пускай остается. Но вот такая насечка уже будет веселее, наверное. Так, все сделаем. Да? Да, пойдем посмотрим, что она тут шпаклюет. Тетя. О, как у тебя там красиво. А ты Живописненько, правда? Да, а ты лифкасишь еще, да? Да. Она еще, пошпаклевала, еще лифкасит, чтобы вообще наверняка, чтобы 100% было. Да? Сейчас еще розовенький колер добавлю, Что? будет очень красочно. Будет зелененький. розовенький, это слишком инфантильно. Ну, розовый цвет заботы о себе. Фу. Ну ладно, позаботься о себе сам. Покрась розовым, да? Да. Ну, видно, она добирает, вон все мокрое, это что то, что она подобирала. То есть мы раз сделали, потом пошкурили и еще раз. Ну ладно, надеюсь, что получится в этот раз уже, чтобы это был финишный раз. Шпаклевание этих откосиков. Всяко разных, у нас их множество. Что? No. Моют. Очень с недовольным видом. А почему в меня прилетело? Вот так они моют. Мы старались. Вот так они моют. Моем, промываем, короче. От остатков клея, тут его будет много, и вообще желтизна знающий попрет отсюда. Знатно, есть остаток клея здесь, скорее всего, на этой стене. Ну, 3 стенки, вот с той стороны, вот это, и вообще вот так. Да, лепчики-реставраторы, познакомьтесь. Вот так вот моют. На самом деле, Саша тут, наваяла. Наваяла, хорошо. Нормально получилось, наверное, Потом еще раз перешкурить и посмотрим. Что? Чего? Еще 10 раз перешпаклевать. Не надо 10 раз перешпаклевывать. Не надо. Достаточно будет, наверное, этого раза. Это и так второй уже. Полноценное шпаклевание. 9 ноября у нас. Саша вчера 2 окошка пошпаклевала. Пришли мы сегодня, а воды нет. Нет воды. Если в доме нет воды, да? В доме не было воды. И поэтому мы нарвали наждачек и приступили к ошкуриванию карниза и потолков в этой комнате. Вот с этим потолком таким плоским, без розетки. И тут дали воду. Но нет, мы уже не будем менять коней на переправе, и будем мы ошкуривать все. Я пойду опять же с сеточкой, 180-я сетка, чтобы не получить глянец здесь, потому что мы будем еще шпаклевать этой самой полимерочкой здесь. Пройдусь плоскость и будем карнизы как-то ошкуривать. Ну, уже тогда завтра можно будет продолжать с окнами делать, потому что вот это как бы... В этой комнате это окно, эти откосы и те откосы, они как бы были привязаны к тому, что здесь, чтобы не пылить, потому что там было прогрунтовано. И вот как раз вот 2 сделала, и классно. И здесь можно будет чуть-чуть пылить. Ну и продолжать заниматься стенками. Наверное, завтра как-то поделаем.
Что большое? Куртка большая, она застряла. Ха-ха-ха. Вытащите ее. Нет, не вытаскивайте, пускай там сидит за печкой. Что, пошли дальше заниматься, шкурить и чего? Местами потрещали углы. Большие углы потрещали местами. И местами вот галочку поставили. Это самое. Вот эта вот гирляндочка, которая на потолке. Вот с той стороны даже больше там есть трещина. Ну, с чем это, как обычно, связываем? С тем, что это все связано. Оно было развязано, а теперь все стало связано. Мы все поприкручивали саморезами, где что болталось, что ходило. Сетка в плоскости падуги, все как бы стало ух. А машины там катаются, машины тут создают. Они создают, тут чувствуется ногами, прям там ямки есть где-то на дороге. И как бы все колышется здесь, и сверху ходят люди. Понятно, что мы никуда не убрали вот эти вот создающиеся напряжения, и, ну да, местами потрещало. Хорошо, что мы сейчас это видим. Потрещало немного, но есть. И было бы удивительно, если бы не было. Меня удивляло, что в той стороне квартиры, как бы мы сейчас в левой относительно входа, а вот в правой мы не нашли, когда ни одной, реально, в 3 комнатах ни одной не нашли. Но там внутренний двор. Автомобили ездят здесь. Здесь улица. Там никто не катается. И может быть там меньше ходят сверху, не знаю. Там комнаты сами по себе меньше за счет того, что вот несущие, а там плюс еще коридор. Там комнаты меньше, там более чем на метр. Может поэтому. Ну, посмотрим дальше. Сюда дойдем. Здесь, где-то здесь вот видели одну. Ну, посмотрим, что дальше будет. Но здесь почему-то, может, здесь самая жилая такая, проходная у них, как бы движовая комната. Но мы всяко мы это все заделаем, конечно же. Заделаем обычный какой-нибудь, там, чем заделаем обычно, смесью, там, гипсом со шпаклевкой. И потом перед покраской посмотрим еще раз. Если еще что-нибудь, то симлайтом. Может, и сейчас есть смысл. Хотя, не знаю, надо будет подумать. Но мы возьмем их во внимание. А вот я вижу, вот кусок прям. Я все подтягивал, вот эти вот части, вот эти рапорты этой гирлянды. Здесь не вижу трещинки, а вот здесь вижу. Можете вы ее увидеть. Вот прям есть она такая. Ладно, доделаем. Так, чего у нас? Следующий день, конец следующего дня. И мы заканчиваем ошкуривание. Сегодня вчетвером, а вчера втроем. Я так прикинул, минимум 5 рабочих дней длилось это, если на одного. Ну да, я говорил, что там в первой правой комнате был сложнее карниз. Нет, неправда, этот более сложный, конечно, из-за кессонов. Ну, короче, не быстро. Такая невидимая работа. Как смотришь, как бы вроде все нормально. Нет, не нормально. Это все, когда ошкуривается, оно становится более, не знаю, каким. Ну, лучше, конечно. Но четко, гладко, конечно, но снизу это не особенно заметно. Но на самом деле это, конечно, заметно. Так что вот такая у нас... Мастера невидимой работы. Да, мастера невидимой работы. И хорошо, и классно, да, потому что это самое лучшее, что может с нами происходить. Что не видно следов нашего присутствия. Что делалось, не делалось, да вроде все и нормально, да? Да. Ну и классно. Вот. Инструмент играет роль? Да. Нашла какой-то грязный шпатель, говорит, мне он очень удобен. Ну ладно. Пол им оттирали, а после штукатура остался, а он как раз маленький и лезет в этот самый. Да. И ровный. Размер куда снимаешь? Размер подходящий и нормально. Он кривой, но он пережил чистку стяжки черновой. Вот. Ладно, 11 ноября. Танцуем, но не все. Ну, давай Маша не самое. Саша делает сама одна. Ну, не танцуй там, она сама одна делает. Сказала, я все сама сделаю. Ладно, окей. Мы 3 корчетками стенку. Чешем, начесываем стенку. Угу. Тут местами есть такие, где-то я оставил показать что-то, по-моему. А вот местами вот так прогибается. Я думаю, видно. То есть местами надо чуть-чуть так как бы удалять. Она прям вот живая ходит. Ну и чего, вот так. Корчеточкой. Прочищаем, здесь промывали мы водой. И еще прочищаем корчеткой, чтобы лучше сцепление было. Так, у меня вот этот участок тут, он видно прям желтый. И я так смочил, попробовал,
остался, хоть промывали, остался клей, я еще раз промою, добавил чуть соды. Нужна она там, не нужна на там стене, ну ладно, все равно я уже добавил. Потому что мне более здесь не нужен клей, чем если там будет эта сода внутри, там что-то тусоваться. Ну, вроде вот трогаю, сейчас нормально, не липнет. Вот этот участок просто промою, вот и вот, нормально будет. А так-то везде, здесь вот я смачивал, трогал, да, вроде нормально, ничего не липнет. Ну, вот так. Ну, нормально, выцарапывайте. Короче, что, Ксения начала тут расшибать. Саша шпаклюет, Ксения там, это самое, шуршит щеткой в той комнатке. А я здесь промываю цементик, потому что вот в этих порах цементных везде позастревал клей. И вот здесь я прочистил, тоже был клей, но вот эта штука держится, это другая, это намазка, я не буду убирать отсюда. Но вот здесь пришлось просто стоять и намывать цемент, чтобы вымыть оттуда какие-то там прям залежи клея вот этого вот. Ну, вроде промыл, щетка прошуршала, вроде стало как бы получше, надеюсь. Ну да. А приступили мы к этому самому, подчищаем дранку, крутим саморезики. И не крутим, вертим, дранку чистим, все весело. А к чему, что, говорит, черное, говорит, такое же было. О, целая пачка, все истерлись. А некоторым уже все, вот это уже не сделать, то есть это пойдет на выброс. Потому что дальше вот этот вот зуб, ну, оторвется уже, это можно выбросить. 2 всего осталось подточенных, вот такие они. Вот это самое новое, наверное, из всех. Вон сколько еще сюда, до этого отверстия. Или до дырки. Дырки, отверстия. Вот, а тут уже такие пожившие, вот тоже в минус сразу улетают. Не получится ничего сделать, это можно еще. Вот это еще разок можно. Но придется поточить. Это все на выброс. А вот, собственно, вот. И это пойдет в помойку. Вот осталось 2 наточить. И вон сколько здесь использовано было сверл этих перьевых. 8 штук. 8 штук. Ой-ой. И так мы их источим здесь на этих стенах. Что вспомнил. На самом-то деле здесь 1000 саморезов вкручено было. 1000. Да, только по стенам сюда штук 300 ушло на эту комнату. Сюда я взял на 2 комнаты 250, и может даже не хватит. А на потолки сколько их ушло? 1000, реально. Несколько тысяч саморезов спокойно. Ну и они, собственно, эти сверла, они не предназначены для того, чтобы ими песок как бы сверлить. Не для дерева. Угу. Подкрутили мы здесь все. И здесь подкрутили, и тут подкрутили. А вот на эту комнату не хватило саморезов. Ну и уже вечер, нам пора. Саша... Как сам. Кто? Есть Кто? завершающий отряд. Я забыл, как это. Арьергард, по-моему, или как он. Отряд, который завершается. Чуть-чуть не хватило саморезиков. Чуть-чуть. А так-то и тут подкрутили. Ну, на понедельничек нам будет чем позаниматься. Наверное. Вот такие откосики. Саша сегодня, сколько, 4 окна шлепнула? Ну да, так я и думал. 4 окошка. Вот так. Уже хорошо, уже классно. Вот здесь подсохло уже. Вот так. Ну да, уже тут разочек еще подшкурить. Слегка, причем не особо тут пробивать. Ничего не надо особо там прям вырубать наждачкой. И будет хорошо. И классненько. А вот так. Я тебя под руку снимаю. Как раз у тебя никогда не получается. Или получается? Получается. Ты начинаешь снимать, у меня сразу не получается. Получается. Хорошо получается. Очень хорошо получается. Гладенько и ровненько. Угу. Так, 15 у нас августа или ноября-августа, ладно. Хорошо бы, да, августа? Нет, ноября. Подкручивает Ксения, подтягивает дранку. Еще Ксения идет, закрашивает. Саша пошла, хотела шпаклевать, там пришли люди по окнам, делают шкурить теперь. Своей рукой зашпаклеванная. Покажи, получается? Получается. Красиво. Уже красиво, уже ровно. На 3-й раз, конечно. На 3-й раз, да. Откосы. Я там посмотрел, сколько на них потрачено времени, там более там, часов 700 на все окна. То есть это дичь просто, да, реально. То есть они... Золотые окна, Они золотые окна, да, и, ну, реально, там более 700 часов уйдет на 10
12 окон. Ой, ладно, я буду что делать? У меня не сохнет угол. Гадкий угол не сохнет у меня. Я так отвернул от него пушечку чуть-чуть даже, а он все равно, я вижу, его поцарапал, он чуть мокроватый. Но это не помешает мне тут все пошлифовать. Всю эту комнату я зашлифую, чтобы оно уже было. Тут же ты по-любому-то высохло, а вот угол не сохнет, собака. Ладно, подождем его, пару дней, может, просохнет. Но я зашлифую, найду себе работу такую, да, вот. Шлифану стеночки. Нашли кое-что. Ух ты. Клево. Лотерейный билет до 30 июня 1963 года. Выплаты наличных проводятся. А ну-ка, с другой стороны. Идите. А, 960. 963, да. Да, классно. Да, прикольно. У меня какой-то похожий есть. Кусочек лотерейки. Ага. Саша тут шкурит все тут все замазывают зелеными жижами. Вот так оно. Ой, разруха. А я прошелся разок этой самой машины, прошелся 80-м диском. Ну так, не знаю, сейчас посмотрим вблизи. А вот оно так получается. Вот так убирает все. Здесь, на этом, на новодельной этой стенке. Вот так. Ну, нормально. Нормально, хорошо. Теперь подождем все-таки, чтобы угол полностью высох. Прям видно. Вот он чуть-чуть мокрый там. Там толщина была, хоть я и задувал пеной. Не то. Ну ладно. Ну и теперь мне останется сейчас руками. Пойду все в каждый угол. Снизу, сверху, возле карниза и углы. Этим бруском, наждачкой, тоже 80-й. Надо пройтись и убрать лишнее. 15 сегодня. 15, по-моему, вчера говорил, что 15. Сегодня 15, вторник, 15 ноября. И не знаю, сегодня самый непродуктивный день, наверное, в истории нашего вот этого всего объекта, потому что я не знаю почему. Ну, так, какое бывает. Наша Ксения заболела, что-то у нее и головные боли там и так далее. Одна из Ксений. Не знаю, может, там магнитные бури прочитали сегодня, 3 штуки. Не знаю почему. В общем, я ходил вокруг этого проема, мне не нравится, что здесь остается коробка. Не знаю. И тут как-то заделывать сюда маяками какими-то вот бэушными, хоть какими-то, что-то заделать вот так как-то. Мне не нравится вся эта тема с трещинами, я не хочу это делать. Прямо я кручусь и не хочу это делать. Ладно, если уже скажут, ну надо так, ну не хочу это делать. Не хочу, понимаешь? Не хочу. Не делай. Ну, пока не делаю, пока я сделал паузу. Ксения шкурит по этой стороне, у нас получается. Вот одно окно осталось недошкуренное. Вот где Саша шпаклевала одной рукой своей, да? Потом Саша шкурила, пошла она дальше шкурить. А ты чего? Ой, Саша же дальше шпаклевать, а ты тут шкуришь. Ой, тут слишком мигает у вас. Ну, вот так получается. Вот оно. Точно видно. Да, точно видно. Но мы делаем вот столько. На стену мы не идем. Что-то на стене, там вот это, пускай штукатуры, там, не знаю, кто-нибудь. Пока мы вот так сделали, и нормально. Тут вот эта вытянутая часть, тут не было его. Ну, теперь он как будто бы вот он так и был. Я занимаюсь, тоже плююсь тут в угол. Мне надо подштукатурить. Тут гипрок выходит вот так. Как-то. Вот. Вот так он выходит. И тут также выходит. Там на сантиметр, больше, чем на сантиметр. Как бы, вот. Вот такая получается движуха. И тут угол надо рубить штукатурку. Вроде все плюс-минус нормально, там пару миллиметров, но по углу проходишь, там сразу же кирпич, буквально 3-4 миллиметра, там штукатурки кирпич. Не знаю, попробую, подрублю еще что-нибудь. Ну так, имитация деятельности какая-то. Бурной, да не особо и бурной. Это не ИБД, ИБД это другое. Пытаюсь что-то, сделаю, наверное, штукатурные, потом маяки, потому что там обычно не пройдешь 6-миллиметровый. Даже 6-миллиметровый не пройдет. Саша тут вот этих вот делает. Что вы тут делаете? Угу. Делаете угу. Угу. Вот что делаете. Угу. Второй раз. Да, вынуждены делать второй раз, чтобы получилось. Ну, те получились, может быть, и один у вас получится, да? Угу. Получится, наверное. Угу. Я еще раз буду шпаклевать. Чего? Я по 2 раза. По 2 раза? А ты а еще даже по 2. О, Так долго. очень долго. Ты знаешь, что. Зато потом, не знаю, даже шкурить не надо. Ой. Ну вот она сегодня пошпаклевала. Вот так. Ну уже это нормально. Тут, конечно же, морковки дикие.
окно вот так, там стенка вот эта вот старая, либо часть вот так, морковка, и тут тоже морковка с этой стороны. Культурные? Саша говорит, там оттуда, что у нас не дикие морковки. Культурные, сортовые. Ладно, что, такой какой-то день. Я не помню более бездарного дня здесь. Вот как здесь, почти год мы здесь тусуемся. Это какой-то такой день вообще. Вот 2 окна еле зашпаклевало, и то еще не до конца. А время уже после обеда у нас давно. Уже скоро домой пора. И вот. Страшно бездарный день, ужасно. Согласны? Согласны. Просто так как-то все. Вот так. Кое-как. Да, абсолютно непродуктивно. 16 ноября. Среда. Продолжаем шпаклевание. Да уж. Медленно, ужасно медленно, ужасно медленно. Ой, не знаю, как-то все замедлилось. Время замедлилось у нас. Ксения пошла вот шкурить тут вот это вот все. Потому что не знаю, что-то с этими стенами пока неопределенность какая-то. Стене шкурит тут у нас. Нормально шкурится? Нормально. Нормально. Ну ладно. А я все воюю с этим уголочком. Я посмотрела, вот эта стена, она более-менее, вот эта, она как бы отвесна, вот эта вот часть. Это новый какой-то новый ремонт каких-то там после 90-х. Тут да, когда-то, наверное, был деревянный перестенок, ну сейчас кирпич, ладно. Но они его построили вот так. Плюс-минус тут угол. И вот так вот, и он пошел кверху. Он на карниз приходит плюс 25, плюс 30 миллиметров, даже 30. Вот так на карниз вышел. То есть он завалена стена полностью. Ой, это же надо свести с какой-то с ровным гипроком. Тут ровно, я проверил, все тут у них хорошо, ровненько. Но здесь я как бы постараюсь поймать здесь что-то близкое к вертикали, но у меня это не получится сделать, поскольку она реально завалена, чтобы вот эта вот часть как бы, как-то здесь же дверная коробка потом будет, чтобы дверь сюда ровно встала относительно, а там угол буду заваливать. Возьму там 3-4 миллиметра снизу на кирпиче, там дочистил до кирпича, и возьму оттуда там, 5, наверное, посмотрим, лучше бы 5, конечно, взять на этот ромбант. И так как оно идет, выведу туда к карнизу, а что делать? А иначе не сделаешь, да, будет завал. Ну, а по-другому никак. Ну вот, потому что как на карниз, если делать ровно, то мы выходим вот так на карниз. Шкурьте, шкурьте, не отвлекайтесь. И наш подходит рабочий к концу, и пришлось мне по этой стенке тоже чуть-чуть отойти от этого самого. И так, если посмотреть, видно, что я сейчас прихожу нормально в полку, иначе, если делать прям по вертикали, то не знаю, почему так получается, то у нас получалась бы вот такая полка толстая снизу, а так не должно быть. Поэтому он уже кривой снизу будет, чуть-чуть там на сколько-то, и тут тоже будет чуть-чуть как бы изгибаться. Ну, этого было не избежать. Видимо, в тот момент, когда делали стены, они чуть-чуть как бы отошли от направления вот этих стен. Ну, как бы вот так, скорее всего, чуть-чуть изогнули. Там тоже я замечал подобное, что они как бы не в идеально одной плоскости. Ну ладно, это такое. Саша, тут такого, я пришел, чтобы что-то хотя бы поделать. Пришел я сюда на эту розетку, пошкурить ее. Ой, думаю, может, я чуть-чуть пошкурю хотя бы. А Саша вот так нашпаклевала мне прям в рисунок, прям в рисунок. Но она правильно все сделала, чтобы потом вот так вот получилось. Оно как бы правильно и хорошо так, но приходится каждый вот этот вот листик, каждый листик приходится обшкуривать. А ну-ка, здесь, может, будет видно, не сильно мигать. Вот. Ну вот из такого, какого-то этакого, да, ну вот получается после ошкуривания вот так. И я отхожу в сколько-то, чтобы потом машиной основную массу убрать. А Ксения со своей стороны тоже она идет по карнизу и тоже вот столько отходит верхом. Ну, чтобы я не лез туда машинкой. Ну вот, и так вот получается. Ну, классно, хорошо получается, но приходится вот такой вот малюсенькой штучкой прям каждый по чуть-чуть, вот так, по чуть-чуть подшкуривать. Ну еще вот под эти подвременные маяки еще загрунтовали, потому что хочется завтра это сделать, и надо вот здесь сетка везде выходит, хотя бы в этих местах пока. Я хочу сделать маяки, чтобы можно было, потому что в угол сейчас непонятно, а там угол очень тонко, надо будет, возможно, где-то подрубить еще штукатурку эту старую.
И надо вот перед тем, как наносить сюда штукатурку, надо еще будет обработать грунтом по металлу вот эти все штуки. Это все сетка выходит, гадкая вот эта. А вот такая. Ну, тут есть какое-то подобие насечки. Я думаю, что для узкого маяка этого будет достаточно. Потом, может, еще насечку сделаем более активно, там, агрессивно, вот так как-то. Ну, пока ладно, это на завтра, чтобы оно высохло, чтобы можно было прям узенькие временные вот эти вот штукатурные, не временные, а и наоборот, штукатурные маяки сделать. Надо будет еще защитить этого чувака как-то. Там что-то подумать, посмотреть. Потом, когда они высохнут, можно будет подштукатурить это. Когда уже маяки высохнут, все проверится. Чтобы везде проходило правило. Я делал... А что я делал? Ну, понятно, что я делал. Дюбель, саморез, чтобы поставить, сделать маяк. И потом это на метровое правило как раз будет. Вот такая ширина достаточно для метрового правила. И туда вон я поставил метки себе, чтобы понимать, как движется в угол туда и сюда. Ну, как-то так пока сегодня. Вот. Не сохнет. А, да, мы делаем маячки. Ксения там шкует что-то помаленьку. Мы ее не пускаем сюда, поскольку у нас тут грунтовано. Почему штукатурные, почему необычные маяки? Здесь 4 миллиметра. Здесь 3 миллиметра. То есть максимально прижато. И никакой бы маяк здесь не прошел, потому что за вот этой типа штукатурочкой, за ней сразу же дальше вот так вот идет кирпичик. Понятное дело, да? И получается вот такие где-то местами ямы. Что-то они тут штукатурили, эти ребята, когда-то там до нас. Ну и ладно, сейчас попробую, я попробую. У нас нет съемочной группы, мы не обязаны этого делать, но я попробую как-то. Я не хочу использовать, вот ставить просто правило под него, как бы набивать сюда, поскольку там будут пустоты, а мне и не хочется, чтобы они там были. Поэтому мы чуть по-другому делаем, как бы, чтобы, ну, нет пустот в нем сразу. Да? Да, сейчас переехиваем. Да, красиво, прикольно, классно. Потом после высыхания это можно будет чуть-чуть как бы взять платформочку и чуть-чуть вот эти вот сопельки подубрать, и все, будет классный штукатурный маячок. Вот так. Да. Там верхами тоже, кстати, да. Верхами там несколько миллиметров, 3 миллиметра где-то, там, вот сверху. То есть все мы правильно делаем в плане того, чтобы металлический маяк сюда не вставить было. Ну и ладно, и пожалуйста. Почистить надо, почистить. Почистить. И визит к вам. Мы к вам пришли. А вы тут что? Ползете? Ползете. Саша дошпаклевывает, осталось пару окон еще дошпаклевать, валиков, вот, и будет нормально. Да, а мы пойдем поделаем еще маячки. Нормально. Нормально, подравнивание хорошее происходит. Большим шпателем, конечно, будет происходить какое-то. Угу. Штукатурка Ротбанд. Здесь саморез на нужной высоте, там дюбель. Кирпичи, там тоже сверху, потому что нам можно было ездить, потому что правила нам не хватает. Вот самореза миллиметра 4 в сторону, чтобы потом перевернуть. И сюда намазываю. И сюда поехали потихоньку. Я там себе меточку поставил карандашиком, чтобы случайно не съехать. И вот сюда. И теперь отсюда уберем. Так, теперь отсюда уберем и вот так. Оп. И вот так. Оп. И вот так до самого верха. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Я не хотел набивать вот это под стоячие правилы вот так. Мне так не нравится. Оно будет как бы, там будут пустоты всякие каверны. А здесь я точно уверен, что я все четко промазал. Везде все сделал правильно. Наверное. Ну, по своему усмотрению, да? Вот так. И так на толщину вот и наберем до верха. Сверху там мне не хватает просто вручную, да, наляпали, натягивать чуть, это неизбежно. Еще, поехали. Ну, отрезаем его теперь. Ты держи, у тебя две руки, у меня одна. Ой. Все, я вставил сюда и вот здесь по правилу режу. Меня интересует только вот эта ровная линия, которая у меня получится. Поскольку я на нее потом буду ориентироваться в будущем. И вот так. Режь свою? Режь. Все, опа, убираем. Так. Ой, мне одной неудобно. Есть. А вот дальше все мою правило, и уже будем прислонять сюда его. И получается никаких каверн там внутри особо нет. То есть будет плотный слой, как здесь. Опа, попал сюда. На этот самый. Высокая точность не нужна. Вот так. Угу. Удается. Все. Поехали, давим чуть-чуть, как бы, и прокатываем это все дело. Так ездим туда-сюда до упора.
Все, я езжу по саморезу. Характерный звук такой есть. Да. Ты тоже едешь? Верно. Да? Да? Давай так более вот так поставим, чтобы перпендикулярно стене. Ну и погнали, счищаем потихоньку. Вот так вот. Убираем излишек этот. Ну-ка, встает у нас, да? Ну поехали чуть-чуть еще, давай. Скрипит на этих, на саморезах. Вот. А, я съехал, да, чуть-чуть? Ну, потому что я все одновременно пытаюсь, я не хотел это все делать, ну ладно. Все, осталось чуть-чуть вышло, потому что, естественно, она чуть ползет, и надо будет еще раз сейчас подчищать. Угу. Держи. Тебе, пожалуйста. Ну, теперь здесь видно. Ничего такого. Надо чуть-чуть подубрать вот это вот. Кусок нитки. Поехали ниточкой. Угу. Держи. Камерочку. Камерочку. Там ничего не вижу. О, Держи привод. Только не прижимай. я не пытаюсь. Опа, и поехали. А мы потом прижмем еще. А, ну вот, и что? Я там криво тебе сняла. Нормально, все, Пойдет. отлично. Вот ниточки отрезали, и он сразу гладкий и сладкий получился. Надо подождать, чтобы это все пристыло. Да, давай. Что там мигает? Пускай себе мигает. Везде получилось. Ну и классно, и супер. Вот готовый маяк. Вот почистим сейчас. Все. И это пускай сохнет. Будет мигать, не будет. Попробуем так, может не будет мигать. Недавно, час где-то прошел, получается. Вот еще видно, мылится, замыливается здесь. Я удалил саморезы, вытащил оттуда из дюбелей. И сейчас правилом сразу вот попробовал. Здесь же более твердое, ну оно отломится, если я буду ломать его. Ну вот видно, я его царапаю хорошо, да. И можно потихоньку. Нет, двумя руками мне удобнее это делать. Прочистить, найти общую плоскость, поскольку мы могли завернуть где-то правило, но все равно. Ну вот так. Вот. Еще момент, что видно зеленые пятна прокрашенные, это мы с утреца прокрасили, но мы все вот эти вот торчащие, как бы, это сетка армировочная, которая в швах, вот она торчит, мы все не прокрашивали, потому что у меня есть идея, я хочу потом один раз еще досконально, уже когда высохнут маяки, хочу пройтись и все проверить, особенно в углу. Может, где-то что-то надо будет сбить, может, насечку еще сделать, то это, и потом уже, когда все будет видно и понятно, что вот штукатурим, и перед этим можно будет вот эти вот, где выходит сетка, вот эти штуки, можно будет их прокрасить грунтом по металлу, вот этим вот зелененьким. Вот так, как-то так. Да, это времяемко получилось, но зато получилось классно, по-моему. Плоскости есть, все есть, как бы. Ну вот. И то, что можно сделать тоненько. Вот так, тонко-тонко, там 3 миллиметра толщина. 18 у нас ноября, все шкурят. Все шуршат, все шкурят, дошкуриваем от косики. Косики. Вот так, вот так, и вот так, и вот так. И даже вот так дошкуриваем. Да? Да. А где бы посмотреть, как получается? Пойдем туда, в эту закрытую зону. Там мигает. Ну, может, камера сейчас что-нибудь выловит. Как оно вышло. Ну, вот так. Не знаю. Надеюсь, что-то видно будет. Как-то тень бы сделать. Так, слишком тень. Ну, вот так. Ну, в принципе, как хотелось, так оно и получилось. В принципе, нормально. Они напоминают собой, как бы, старые такие исторические. Здесь они и были изначально. То есть мы где-то находили на одном из этих двух, на том, по-моему, окне, находили как раз вот, ну, такую снятую вот эту фасочку. Валиков тут не было. Ну, теперь так и будет, как было. Плюс-минус. Понедельник, еще 21 у нас, ноября. Что ты там? Что вы делаете? К вам не пройти, не пробраться мне туда? Ну-ка посмотрим. Ну, смотри, шпаклевку мажем. Волосатая шпаклевка. Примазывают этим самым. И вот снизу. А ну-ка, надо же дойти как-то. Да. Ой, просочиться сюда. Мажут фиброластиком.
Вот. Специально отрезанные наши примыкания были тут. Не прогрунтовали в пятницу здесь вечером. Вот. И теперь замазываем примыкание полностью везде фибропластиком к дереву. Ну вот. Волосатая шпаклевка. Ну такая вот. Угу. Мы придумали импортозамещение. Какое? Волосный ты хочешь шпаклевку? Да, кошачек у меня дома много. О, Из е. ПВА смешать. Из ПВА смешать? О, ну такая себе арматурка, я бы сказал. Бы. Не знаю, не знаю. Экологично. Да уж. Бесплатно. Да, я могу принести вам килограмм. Ну не надо. Кошачьей шерсти килограмм. Ну было у них вот так. Вот такое сюда подшпаклевывались многократно, прорезали потом специально вот это место, везде прорезано специально, чтобы вот так сейчас вот поступать. Фиброэластичек. Да. Много. Это что? Саша тут клеит то же самое. Но здесь не клеит то же самое. Здесь уже окна покрашены, как бы коробки покрашены. Тут окна уже полу стоят как-то. И Саша проклеивает этим самым. Чем это? Деликатный скотч. Деликатнейший скотч, а деликатнейших и нет, потому что Тессы нет скотча у нас. Что, помочь отодвинуть? Мне нужно... Давай. Это скотч Унибоб. Вроде заявлен на 3 дня он, да, по-моему? Вот за 3 дня, по идее, надо сегодня мазнуть. Все, что обклеит. Вот эти, хоть можно по 2 окна, может попробовать делать. Мазнуть за сегодня надо, все эти примыкания. Туда не полезу, там неудобно мне тусоваться. Вот здесь также они все оформлены, только замазывай. Сделать и через день, там очень маленькая щель. Когда мы там внутри работали, там были вот такие щели, долго сохло. Здесь высохнет быстро, в маленьких там миллиметровеньких щелях. Тут быстро высохнет все. И может через день можно будет мазнуть сразу симлайтом и сорвать скотч. Поскольку как бы Тессы нету, которая там, это самое, сколько оно там времени? По 2 недели даже есть у них заявленные, да, материалы, там такие были скотчи Тесса, ну а это на 3 дня. Ну попробуем, посмотрим. Ладно. Чего вот так получились, кстати, откосы. Прошкурено все уже. Валики. Вот так вот. Вроде хорошо. Так, а я буду заниматься всякими орг-движухами. Мне надо вот здесь в прихожей шлифануть эту самую штукатурочку. Еще здесь поработаю, посмотрю. Буду приготавливаться к поклейке сетки. Нарежу сетку на все вот это помещение. Сюда на стены. Здесь я шлифовал. Но тут потом мы замазывали этот самый маяк. И можно еще раз шлифануть. Вот это как раз место маяка. Только здесь углы прошли, все приготовить. Надо будет, да, кстати, да, надо будет обеспылить. Где-то ближе понять, как это логистично все разместить. Чтобы можно было обеспылить, чтобы никто здесь не пылил. И чтобы можно было погрунтовать на завтра, например. И завтра уже клеить сюда сеточки везде. Ну и заниматься, собственно, в этой комнате. Плакают девочки, плакают. Потому что трещины, плак. Пошла, говорят, вот я не вижу отсюда, но говорит, через потолок, прям через сетку одна прошла. Одну я вижу вот только по карнизу, по верхней потолочной части там прошла. Я могу подняться, но тут мигает все. Ладно. А ну-ка, втроем. А, это большой козырь, толстый. Вот смотри, там такие галочками. А, ну вот она, хоп. И вот я снизу видел, о, жирная вот здесь. Мигает, ну, есть она. Тут чуть-чуть прошла, да, есть. И по этому самому, на откосе. Здесь одна, еще где-то, да? Вот здесь он. И там. Ну, короче, что? А что тут думать? Вот горизонт. Вон там на откосе. И там, да? Но нигде не нашли, а вот здесь нашли. В этой комнатке. А думать тут нечего, друзья мои. Это не просто так же, это искривление. Это дом сломан. Он сломан сюда. То есть реально дом сломан. Дальше следующий, это как бы стена вот получается. Мы в конце квартиры, и это вследствие перелома. Если смотреть с улицы, с фасада, там этот дом, просто вот весь, вот эта часть, как раз вот эти в 2 метра, они сломаны. Просто сломаны, все. И коробка оконная, я уже говорил где-то, что оконная коробка, она ее не перекосила, ничего такого. Тут окна брали на реставрацию, то это не важно. Сама оконная коробка тоже криво сделана, ее переделывали под существующую реальность, когда, а вон видно, как подоконник стоит. Он тоже уходит. Поэтому они же там не скрепили намертво этот перелом, да? Что-то как-то оно работает, и, видимо, там ездят машины, 2-й этаж, машины катаются, прыгают в ямах всяких. Трамваи тоже тут не очень-то далеко катаются.
Поэтому, а чего хотеть? Причем, говорит, потрещал валик, который новодельный, вообще гипсовый. Это гипсом тянулось здесь, протягивалось по месту. С чего бы ему потрещать? Что мы так не так сделали? Нет, дело не в нас. Дело в самом положении вещей, которые тут происходят. И плюс на потолках везде мы же все скрепляли, даже, да и здесь, везде скрепили, штукатуркой замазали, как бы сделали его более прочным, но мы не убрали причину. А причина в инженерии, в конструкции самой. И в одном месте, где мы сделали прочно, а в другом месте пошла трещина. Это не первый раз, и как бы это нами давно уже было замечено, что если все плотно, но она трещина идет по новому месту просто. Там слабее, чем там, где мы заделали, например. Нормально. Это нормально. Ничего, не надо плакать и квакать. Ну да, придется передоделать. А что делать? Тут еще пару слов вот для любителей новоделов, что надо было бы все сбить и все сделать по-новому. А что ты сделаешь здесь, если у тебя ухо дома болтается? Да ты хоть, не знаю, бетон, просто бетонную коробку тут сделай со стороной там стены, не знаю, 50 сантиметров, ее порвет. Ее просто порвет, потому что, ну вот так. Вот так сама конструкция, сам фундамент, балки, доски, вот эта вся движуха. Не знаю, бункер, ройте бункер, там ничего не потрещит, наверное. Что там было, новости, да? На 450% выросло это самое, да? Строительство бункера. Строительство бункеров, да, 450%. Ну, надо понимать, что это эффект низкой базы, строилось 10, а построили сколько? 55, да? Плюс 450%. Но все равно, вот стоит подумать, да, чтобы не было трещин, и вдруг чего, так хорошо бы... Да, можно жить в бункере. Там крепко. Насчет трещин, продолжение. Здесь зашлифовал и вручную иду, подшлифовываю. И гляжу трещина. Она не была, естественно, такой большой. Я ее расшил специально, чтобы хорошо видеть. И видно, что она пошла. Вот здесь новая штукатурка. Здесь армирован стык дерева, кирпич. Она там вот прошла. Там, где ей удобно, трещинам там удобно идти, поскольку доски тут так горизонтально здесь вертикально, и там вертикально. И вот она прошла и разорвала новую, наоборот, новая трещина разорвала старую штукатурку. Пожалуйста. Там ее не было, то есть она пошла отсюда и перешла туда. А вот, а как ты избавишься от этого? А вот, а никак. Так оно и получилось. Чего делать? Значит, погрунтуем, потом можно этим гипсом со шпаклевочкой перед шпаклеванием замазать, и оно быстро пристанет, и это будет нормально уже. Скорее так будем делать. Заделаем дальше симлайтиком, этим симлайтом, фиброластичком. Я тут прошел по стеночкам, запылесосил, все подубрал, Саша. Сколько ты сделал? 4 к 1, да? Потому что я пересматривал, что я снимал вот по этим помещениям, по этому самому, по коридору, что вот был там какой-то такой некий отблеск, а там 1 к 1. Это обычный Тиффенгрунт Кнауф. Короче, у нас тут все прочно, у нас тут все классно, нам его супер глубокое проникновение с этой пленкой в палец толщиной нам здесь не надо. Поэтому больше с целью обеспыливания 4 к 1, да? Да, посмотрим на результат. Что будет, поскольку здесь же все уже грунтовалось, это все грунтовано. 1 раз проходили, по-моему, 3 к 1 делали. Чисто вот так обеспылить что-то где-то может быть, тоже хорошо. Обеспылить как обеспылить? Я запылесосил, это все обметалось. Все равно где-то есть микропыль, особенно в этой самой, где-то там в порах, штукатурки, может что-то. И вот таким образом мы от нее избавимся. Да. И вот еще стеночку, и здесь я приготовил. Тоже вот это все. Так что приготавливаемся к тому, чтобы клеить сеточку. Так, 22 число у нас сегодня, 22 ноября. И что, я думал, сетку, какую сетку клеить? Надо же это самое, Ксения мне вовремя напомнил. Говорит, а мы что, правилами? Правилами надо же выровнять. Пошел первый слой вот у нас. Вот так оно, я думаю, видно, как оно без. В таком свете дичь, да? Кривенько. Кривенько. Ну и на самом деле думали, что она ровная, эта стена, ничего она не ровная. Тут ямы, будь здоров. Так, пока мы тут шлепаемся,
А там у нас трещотки трещат. Ха-ха-ха-ха-ха, смеются тут. Весело вам? Весело им. Что вы делаете? Фиброластиком домазываете. Потому что это самый деликатный, деликатнейший скотч, и желательно его за 3 дня сорвать. Вчера сделали. Сдемонтировать. Да, сдемонтировать скотч. Поэтому вчера вот здесь заделано было. Сегодня наклеили. Скотчики заделывают здесь. И чтобы вот завтра можно будет уже здесь заделать симлайтом и снять скотч, потому что здесь покрашенные окна. Коробки оконные, коробки сами, окна, понятное дело. Вот, так что надо как-то оперативно сделать. И здесь симлайт, он будет, это самый не симлайт, а фиброластик, здесь в такой маленькой трещинке он быстренько засыхает. Ну, как бы полимеризируется и можно будет намазать. Потому что там, где мы вот делали внутри, там были большие такие, как бы щели, и там он долго высыхал, полимеризировался или еще как-то. Короче, был пригоден для того, чтобы нанести последующий слой. Вот. Тебе не очень-то удобно, по-моему. Или очень удобно? Ползайте, пожалуйста. Ползайте. Красиво. Красиво. А было стрёмно? Было стрёмно. Ну да. Первый раз правилами шли в этом направлении, потом правилом в этом направлении. Второй раз снова возле угла, только снизу вверх, потому что первым движением я отвел угол вот так, в эту сторону, подровняв его как-то, да. А вторым движением я уже пошел вот просто вертикально вверх, потому что вот видно, вон там опора, мигает, ну и пускай мигает, это опора, вон там, где правило елозило, и такая вот толщина, там около 5 миллиметров, наверное. Эту стеночку мы сделали, но мы засамонили сюда, призвали Сашу и Ксению еще, и они нам углы отходят. Вот здесь надо угол отойти, там как раз слева пристало, где делали. Вот они и помогут нам, и вот этот угол, всякое разное. Здесь пришлось мне пройтись вот так правилом, чтобы подправить, тут была вот такая большая яма. И теперь эта стена, ну, выглядит довольно-таки, ну, намного ровнее, чем была. Здесь пришлось очень сильно так добавить вот в этом углу. И получается вот тот угол хорошо, так пришлось вот в таком направлении выровнять второй раз. Ну, это нормально, наверное. Ну, придется ждать теперь высыхания. Ну, как придется? Да, придется. А что делать? Будем ждать, пока высохнет. Но еще надо углы отвести. Вот там Саша уже сделала с той стороны. Пойдем посмотрим. О, у вас тут этот самый комковая пати. Комки. А почему комки? Оно быстро очень встает. Грязь, возвращаясь в ведро. Декоративка караед. Ну ладно, со следующий слой это все перекроет. Эту дичь все. И будет гладенько, там же как и у нас. Валик себе нагадили, да? И придется подравнивать полку еще по существующему. Не очень-то круто. Ну ладно. Нет. Нет. Мы с вами не поделимся. Вы нам самое. У нас стеночка короткая с этой стороны, поэтому мы сейчас сделаем. Что мы делаем? Что делаем? Что делаем? Головоломку решим. Сделаем мы так. Ксения нанесет там, я выйду на козырь, буду делать, она пойдет сюда вниз и будет здесь наносить. Потом я пойду на ее место нанесения, сдвинем козырь, она пойдет сюда наносить, я буду здесь вымазывать, и наоборот, потом она вверх и вот так. Главное это все запомнить. Будем двигаться поступательно с одним козырьком, чтобы не ставить два, чтобы еще вот товарищи... Не запутайтесь, ребята. Да, чтобы еще товарищи тут могли заниматься уголками разными всякими. Или товарки. Товарищи. Товарищи женщины. Товарищи женщины. Хорошее обращение, между прочим. Культивировалось раньше. Все, поехали. Поехали. Шахматы. Шахматы? Были. Шахматки получаются у нас. Ну да, что получается, так и пойдем потом по второму кругу также. Туда. Тут небольшая у нас стеночка. Мы бодренько двигаемся. Двигайтесь оттуда, пожалуйста, чтобы я намазывал. У меня вот натравили сколько всего было. 23 число у нас. Что? 23 число у нас сегодня такое какое-то непонятное. Ладно, понятно. Заделываем этим симлайтом то, что заделывали на валиках, то, что заделывали фиброластиком. А, да, вот симлайтик. Нежнейший сыр. Ой, даже не липнет к руке. Липнет, назад его. Выглядит аппетитно. Аппетитненький. У нас, по-моему, ну какое-то количество, кроме 3 окон, которые мы делали позавчера. Вот это было позавчера сделано. Пока здесь нет пыли,
какое-то, можно сразу же заделать, после фиброэластика сразу же заделать симлайтом. Вот. Вот этим и занимаемся потихоньку. Сейчас пойдем посмотрим, как там что. Не знаю, будет ли видно. Ну, вот здесь заделано все. Ну, оно и не видно. А что оно должно быть видно? Он беленький, и вот, и перекрыт полностью получается. Как бы вот это примыкание довольно технологично получается. Мы перекрыли. Но мы так делали уже там внутри. И получилось так вот здесь. Потом можно будет чуть-чуть, может, шкурнуть, слой краски. И после слоя краски еще свет подставить, продефектовать. Может, что-то где-то там просядет, еще что-то. Еще раз можно будет когда-то потом мазнуть. А сейчас это как бы готово. Вот эти вот штучки наши, косики, валики наши. Ну а вчерашнее, то, что мы делали, вот оно подсохло, но оно не высохло, естественно, подсохло только там, где тонко. Вон видно, какие доборы тут совершались. Видно, сколько где чего добиралось. Тут много, очень много добиралось. Сюда за угол повернули чутка, чтобы оформить этот угол. Но уходили поздно, не успели этой скрипящей желтой штукой, скребком пройтись, так что сейчас уже не будем смачивать лишний раз. Потом после высыхания наждачкой можно будет угол пробить еще раз. И нормально будет. И здесь по этой стеночке тоже вот видно, где добиралось, что, где много добиралось. Пришлось повернуть вот здесь нам, прям к окну, сюда, к этому самому, к валику нашему. И вот такой тоже добор тут был. Ну вот так, такой угол получился здесь вот, тоже в эту сторону сошли. Ну и нормально, и хорошо. Надо ждать полное высыхание, потом шлифануть и уже дальше склеить сеточку. А, ты там чего, скотч очищаешь, да? Да, тут не догадалась, говорит, я не догадалась. Конечно, если бы мы 100 раз делали эту одну работу, постоянно, каждый раз. Здесь скотч не подклеили здесь, а здесь подклеила она с этой стороны, да? Что, не пришло в голову, а потом пришло в голову. Ну, если постоянно, и сама говорит, что я не догадалась, естественно, если бы ты 100 раз так сделала в жизни, ты бы точно бы догадалась. А здесь проклеила скотчик, и сейчас Саша удаляет, и у нас полочка как бы норм, да? Надо шпаклевку сорвала. Сорвала шпаклевку? Ну, чуть-чуть там можно какой-то. Если дашь мне что-нибудь Что-нибудь дам. желтенького, желательно. Что-нибудь желтенькое? Да. Что это? 120. 120 Или желтенького. 150. Или 150 желтенького. Все ясно. Такое подойдет? Давай, спасибо. Не, за что? Да, вы там как пингвины. Вы похожи на пингвинов. Они там топчутся на маленьком утесике. Но Симлайт заканчивают крайнее окно. Больше окон у нас, больше откосов окон. Откосов. Где? В большой комнате. А, вы там не сделали еще? А, Там сохло. кого что сохло? Ладно, 24 у нас сегодня ноября. Осталось, оказывается, еще одно окно там, да? Ну, заделывали они здесь, покрашенная коробка, заделывали симлайтом. Можно будет, я смотрю, чуть подшкурить. Вот косяки видны чуть-чуть. Ну, это можно, симлайт хорошо шкурится. Нормально, все, примыкание заделано. Получается, почти что. Ну, будем думать, что заделаются они. Что такое задумчивое тут? Ты что, пойдем шпаклевать? Мы будем шпаклевать с Сашей, пойдем. Будем шпаклевать падугу здесь и потолок в этой комнате, потому что у нас там эта самая раздевалка тусуется, чтобы там делать потолок, нам надо будет сюда перетащить раздевалку еще кое-куда. И здесь прогрунтовано. Вчера здесь прогрунтовали потолок, падугу, и здесь тоже прогрунтовали потолок и падугу. Вот, так что попробуем, сколько-то сделаем какую-то часть работы, потому что надо возвращаться обратно сюда, в эту комнатку, и делать здесь стеночки, поскольку они высохли. Вот, и можно будет клеить сеточку уже. Ну да, подсохло все, поменяло цвет теперь. Можно будет клеить сетку. Все, Ксения закончила все окошки, эти примыкания, и бодрее, конечно, вчетвером бодрее. Ксения нанесла, быстро идет за нами мелким гибким шпателем, что-то подправляет, а все он там шлепаются, шлеп, и все, и готово. Угу. И еще потолочек, и, наверное, пойдем еще в ту комнату, еще там поделаем. Сейчас потолочек надо будет еще поделать. Все делать одновременно, можно подумать, что было бы, наверное, как-то прикольно делать сразу блоками и падугу, и потолка кусок. Нет, в одном месте будет сохнуть, там то, там это. Лучше делать, мухи отдельно, котлеты отдельно, да. Сначала все, понятную падугу сделали, потом сделали понятный потолок. А так можно путаться. Поэтому одно действие за один раз
И не падать с козликов. Самое Что главное. такое? Оставили его. Напрягало? Напрягало. Да. Кстати, такая конструкция козликов, которую мы исповедуем, такие козлики. Вы исповедуете козлики, нет? Я исповедую. Так вот, его легко напрыгать. То есть, если ты встал, он у тебя не стоит, у него ноги развязаны, и каждая нога находит свое место. Ну, даже если неровно будет здесь. А вот такие вот связанные, его так просто не напрыгать. Его надо, чтобы кто-то спустился и как бы подбил снизу немного. Напинал ему по ногам. Напинал. Вот. А вот этих чуваков можно легко просто напрыгать. А покажи нам еще раз. Давай я собью его. Он как бы, вот он не стоит, да? Да, давай, попробуй. Создаешь опасность. Что он? Или стоит? А вот, хоп, и все, он встал. Все. Так удобно. Да, да. Классно. Хорошие козлики. Подворовал когда-то у каких-то их, этих самых гипрочников. Их легко можно раскручивать, собирать и проносить в какие-то хитрые проемы. Очень просто. Кстати, кто не в курсе, потому что есть новые зрители у нас, я закину вам ссылочку на конструкцию этого козлика. Мы не меняем ее. Один раз выдумали, такая она есть. Только высоту можно там чуть-чуть. Ссылочка будет у вас вверху на изготовление такого козлика. Правда, цены поменялись. Стало дороже. Раньше он стоил 1000 рублей, сейчас, наверное, 2000 рублей по материалу. Но тем, у кого нет ничего, кто начинает себе ремонт делать с нуля, как бы один раз сделал, легкий, девочки его носят, их носят сами. То есть взяла, подняла и понесла. Не все. Все носят. Да, козлик правда хороший. Козлик правда хороший. Да, даже вот Ксения Саша носит, а Ксения не может, она слишком слабенькая для этого. Носит тоже, когда никого нет, она прекрасно носит. Ты сама говорила, я носила козлик, и мне снилось, что она козлик несла, так что все понятно. И в этот же день я его понесла. Вот. Было такое. Весело. Пойдем наверх сейчас туда, на потолочек. Сейчас особо не видно, потому что мокрое, но вот здесь, наверное, видно. Если отвернуть, вот так видно, что падуга уже беленькая. Ну, оно что, оно классно, гладко, супер-пупер. Все хорошо. Только пошкурить и красим. Почти что. Ты сейчас на 2 часа наболтаешь. И что, мои часы, я болтаю, И что не хочу. выложишь. Все нормально будет, не беспокойтесь. Конфетки. Да, Ксения наносит, а мы втроем снимаем, и так получается оптимально. Она даже быстрее, чем мы втроем снимаем. Валиком, конечно, хорошо делать. И ведерко у нас, мы для удобства взяли ведро, что-то аллигаторское какое-то, ведро, туда Валик пролез, а шпаклевка у нас обычная. Ротбан паста. Просто для удобства сюда Валик как бы неудобно, а вот в таком вот подобном ведре вот удобно работать так. Вот так. Ротбан паста. Все хорошо, все классно. Потихонечку, потихонечку, спокойненько все делается. О, кстати, иллюстрация. Вот так. Опа. И вот. Главное с ровной спиной, чтобы спина была ровная, и все классно. 12-14 килограмм, не знаю, сколько он весит. Немного. Ну-ка попробуем забраться, посмотреть, может мы что-нибудь увидим там. Может он не будет сильно мигать. О, ты что, ты что. Нет, ни за что. Ну, не мигает. Отлично. Ну, я думаю, понятно, как оно получается. Получается оно классно. Здесь гадкая полочка вот эта вот. Приходится в нее вмазать, придется ее перешкуривать, поскольку... Ну-ка ближе подойдем. Вот здесь видно, да? То есть по-другому никак. Я стирать сейчас не хочу, чтобы точно видеть, что здесь надо подшкурить. Если что-то сотрешь, типа пальцем туда-сюда, где-то что-то не заметишь, бугорок останется, то это на покраске вылезет. А сейчас я вижу точно, что ага, какое-то что-то, ну, осталось какое-то ненужное. И легко можно будет сошкурить. Шкурится она прекрасно, конечно. Это самое. Шпаклевочка. И Ксения идет сзади и поправляет за нами. Может, мы что-то пропустили. Я даже вижу, вот. Он не намазан. Я здесь делал, видимо, пропустил, не увидел. Свет по-другому стоял. Она идет, за всеми проверяет. То есть она всех оббежала, всех вперед, вперед, вперед. И теперь за нами... Да, пошла по новой за нами косяки собирать. Ну и правильно. И отлично, и замечательно. Вот так получается. Это финиш. Финиш. Супер финиш даже. Ну что? Мешаются? Стоят, мешаются. Да вот и потолочек теперь сделали падугу. Вот. И потолочек остался. И домой пойдем. Потолочек доделаем и пускай сохнет. Можно будет шкурить.
Она что покупать? А и мы еще доберем, там еще есть где. Ну ладно. 25 ноября эти стеночки наши высохли. И есть смысл сейчас их подшкурить, подготовить. Сегодня пятница, и на понедельник есть смысл подготовить все, подшкурить, обеспылить, загрунтовать, чтобы можно было клеить сетку сюда. А все тут, все толпой шкурят то, что мы вчера, вот. Три светильника теперь, 3. Видно вам? Танцуется вам тут весело. Шкурят падугу и отходят мне на потолке вот столько, чтобы я мог пройти потом машины, так будет быстрее. И нам сегодня вот это надо сделать комнатку. Вот что вчера нашпаклевали, вот это вот сейчас подшкуривают. 150-й, по-моему, наждачкой они делают. А я потолок, по-моему, 240 я использую на потолок. Гладенько получается. Здесь то же самое надо сделать. И еще момент, если хватит времени, я думаю, что хватит, можно будет подшкурить еще примыканица вот эти. И таким образом откосы фактически будут готовы. То есть если подшкурить симлайтик там где-то может что-то, пройтись еще раз, свет поставить себе, обсмотреть, просмотреть все, и будет как бы галочка стоять, что готово, сделано. Ну вот так. Такой план какой-то. Вот. Да, вот такое, не знаю, следствие того, что подтянули саморезиками все, да, все, что провисало где-то, подштукатурили, теперь плотно добрали шпаклевкой, и опа, и трещина, совершенно новое место для нее. Вот она маленькая, вот такая малюсенькая, я ее заметил, ходил, что-то в ее стеночки смотрю, вот, и я ее чуть-чуть расшиваю сейчас. Потом перед нанесением шпаклевки, перед сеткой надо будет ее замазать. И она идет вверх, и вот здесь, по-моему, а может она еще и выше, до самого верха идет. Непонятно, все сжали, стянули, а где-то конструктивные особенности этой стеночки, что-то где-то двигается. Может из-за того, что машины там, может еще из-за чего-то. Просто ходим здесь, просто топаем здесь, и этого достаточно. Ну вот так, это новая совершенно, ее здесь не было, она прошла прям вот она. Вот. Ну ладно, что, перед сеткой. Хорошо, что мы сейчас ее заметили перед сеткой, да? Так что надо ее убрать сейчас. Что делать? Ну, не убрать, а проявить, наоборот, проявить. Расшить, потом погрунтуется, все это дело хорошо прогрунтуется, и можно будет ее замазать. И уже сеткой потом накрыть. Ну, вот такой вот, старый фонд. Все двигается, а что делать? Непонятно. Ну ладно, новое место. Совершенно по-новому она здесь прошла. А по этой стороне тоже, да, вот я нашел, да, они такими адовыми не были, эти трещины, естественно, я расшил, они были волосяные такие, но я их увидел. Вон, до самого верха. И я причем думаю, и вот там еще одну нашел, и причем я думаю, что если вот отмотать этот ролик назад, там будет как раз начало в этой комнате, где было поштукатурено, то вот этих трещин там не было. Я почти уверен в этом, у меня нету перед собой сейчас того видео, но я уверен, что вот этой трещины здесь и вот этой трещины здесь, ее не было, поскольку здесь доски на этой стене, вот конкретно на этой стене доски идут вот так. Здесь двойная доска, как бы такое серьезное или серьезная звукоизоляция получается. Здесь как бы трещины, которые были, я помню, они были вот в таком направлении только, а здесь она прошла вот так. То есть до того момента, когда мы все вот здесь ничего не делали, где-то какие-то подвижки играли, работали на тех старых трещинах, которые были. Мы все это сжали, как бы, что сделали? Применили к нему силу некую, да, его сдавили все, как бы по-своему переделали, прижали все. Нет, оно, будьте любезны, мы хотим трещать. Мы хотим где-то, чтобы был выход каких-то вот внутренних напряжений. Вот это и есть выход внутренних напряжений. А что делать? Здесь заделаем, в другом месте где-то пойдет. Может быть, а может не пойдет. Но у нас сверху будет сетка, которая, скорее всего, что-то где-то там скомпенсирует. И не проявит. Или не проявит. Такое мнение пока. Ну да. А вот в той стороне, кстати, квартиры, как бы вот здесь вход, правая сторона квартиры, а мы в левой. Там такого не было. Я связываю это с тем, что здесь у нас улица, здесь ездят машины. Там у нас есть рядом трамвайчик. Так что, может быть, поэтому. Ну и плюс комната здесь большая, здесь комната под 40 квадратов. И как бы в центре, как бы на полу в центре, когда ты ходишь по центру, что-то происходит, какое-то движение. Ну и плюс сверху ходят люди. Ну, неизбежно. Это неизбежно. В каком-то количестве вот выход таких трещин. Поскольку конструктивную какую-то
часть, которая их провоцирует их появление, мы убрать не в силах. Так, ну что, потолок, падугу. Здесь подшкурили примыкание к этим самым, к деревянным вот этим вот коробочкам оконным, все подшкурили. Вот этот, как он, Симлайт шкурится очень легко и просто, и классно. Так, пойдем еще посмотрим. И здесь тоже сделали. В принципе, по плану движемся, как хотели, так и движемся. Здесь тоже падуга подшкурена, потолок подшлифовал ее шлифмашиной. Здесь везде на этих окнах тоже примыкание. А вот здесь, может быть, даже лучше видно, как они получились. Ну, получились нормально. Если что, перед покраской можно будет еще что-то мазнуть. Когда-то там окна сделаны. И уже Саша вот начала, а я сейчас примкну к ней. И будем грунтовать. Здесь все зашлифовано. Вверх вручную, углы вручную, низ вручную тоже. Вот здесь. И это самое. Пылесосиком я запылесосил все. Саша сейчас вот растирает, втирает. 4 к 1, значит, да? 4 к 1. 4 воды, 1 этого самого. 1 Тиффингрунт, этот самый Кнауф. Так. Здесь Ксении тоже сделали окошко примыкания 1, примыкания 2. Я к ним не пойду, тут не пройти. Вот они там. Не надо к там идти. И не пойду я к вам. Они сами потом придут. И осталось вот 2 окна еще. Короче, чего? Тессы, скотча в этом самом в Стройлюкс Профи нет, Леруа нет. Это скотч Унибоб и скотч вот такой омерзительный. Вот так он делает. Он вообще, он тонкий, он просвечивается, какой-то деликатный, типа для 2-3 дня. Где-то он краску даже подцепил на окне, короче. Вот и он на просвет вот такой просто. То есть он, ну вот я его одной рукой. Ой, вот это геморрой. Вот он. Он рвется, он не хочет. Саша его там как-то по чуть-чуть что-то подрезает, по чуть-чуть снимает. А ну-ка я разок цепану где-то, может быть. Посмотрим прямо в моей руке. А ну-ка со света. Обожу свет. Опа. А вот. И сразу. Он не хочет. Просто он не хочет. Он не хочет держаться. Не хочет сниматься нормально. Он обрывается. Ему легче оборваться. То есть у него он лучше приклеен, чем он сам по себе как бы крепкий. Не знаю, как это сказать. У меня слов нет. И одни выражения. В общем, вот. Просто кое-что. Вот такое вот кое-что. Не знаю, вот он. Он идет просто. Рвется сам по себе. Да. Рвется? Ну, вот как-то так. Ой, да, его пытаешься тянуть, как бы, его же надо, когда снимаешь, его же надо стянуть как бы под углом, под 45 на себя. Ты пытаешься, а он рвется, он просто рвется, ему легче порваться. Тихо. И вы подрезали, да, перед этим? Процесс пошел. А что, ну и так. На один раз его тогда бессмысленно вообще использовать. Надо брать, короче, обычный скотч, малярный, и потом его на одну операцию приклеил, что-то сделал и сразу снял. Но это, естественно, будет настолько удлинять работы, что, ну, удлинять, удорожать, естественно. Это же работа каждый раз. И он не быстро клеится. Понятное дело. И не знаю, что делать. Нету Тессы. Тесса бы решила наши проблемы. В аду одна из пыток — это вот. Есть специальная, да. Специальная пытка в аду снимать вот так, демонтировать вот этот скотч гадкий, да? Нет, Чего он? ничего не прикольно. Я вижу, какой он там прикольный. Я могу тебе побольше Куски оставить. пооставались. Он не хочет их оттуда. Микрокусочки его там остаются. Вот. Ладно. Все с ним понятно. Так и будем мучиться. Но как-то надо сделать. Надо как-то сделать. Все равно. И скорее всего надо заканчивать этот видеоролик, поскольку у меня что-то сложности с этим видеомонтажом, постоянно часы какие-то. Может, здесь в этом ролике будет поменьше материала. Ну, какая разница, идем поступательно, постепенно. Ход за ходом, действие за действием. Ладно. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Пока-пока.